Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и юбилейный 50-й выпуск лучших реплеев недели. Сегодня вас ждет несколько экспериментов, взвод моих любимчиков и настоящая классика в номинации «Разведчик». Но вначале, как обычно, разогрев. 50 выпусков. Блин, я уже мозоль вот здесь где-то натер. Начнем разогреваться на Прохоровке в компании Т-37. На протяжении всего боя наш герой светит и стреляет, и даже убивает. А в итоге остается в компании Е-25 против 5 врагов. Союзник захватывает базу, пока американец перестреливается в центре. Начинается параллельный захват. Т-37 выскакивает на Як-ПЗ-4 и тратит на него последние снаряды. Но ничего, мы-то захватим много раньше. Или нет? Ну и что теперь делать? Хотя это глупый вопрос. Альтернатив-то нет. 37-й мчится навстречу славе, а конкретно на Т-67. Наш герой петляет и уворачивается от выстрела, влетает на базу и сбивает захват. А потом еще. И так 5 раз. В итоге, конечно, выстрелы оказываются продуктивнее тарана, но Т-37 умер не просто так. Е-25 добил оставшихся врагов, и команда победила. Продолжим разогреваться на северо-западе. Знакомьтесь, это Мазай. И мало того, что имя этого танка больше походит на автоматически сгенерированный пароль, так он еще и неуклюжий. А это Крусайдер. И он просто ненавидит неуклюжих. Ты хромаешь? Ты в его списке. Ты споткнулся? Ты в его списке. Ты пропал из-за света и задел оторванную башню? Ты умираешь. Как-то так. Едем дальше. Закончим разогрев на карте Аэродром. Вот это я обожаю, конечно, разогрев. Единственная номинация, где ты можешь получить голду за то, что ты рак. Разогрев не номинация. Все. В начале боя на горке начинается настоящее месилово. Причем с большим численным преимуществом красной команды. Но зеленый Т-69 точно знает, как разобраться со столь импульсивными ребятами. Все просто. Дожидаешься, когда из всей этой толпы на горке останется лишь 2 танка, выпаливаешь барабан в 3-го ИСа и делаешь финт ушами. Вот я как будто убегаю, а вот Тай-59 со всего маха влетает мордой в пол. Самое смешное, что своим трупом китаец нанес 69-му куда больше урона, чем когда был жив. Что тут скажешь? Эффектно, но неэффективно. А мы переходим к номинациям. Наш герой с ником Twin Peaks попал на встречный бой на Жемчужной реке, но вместо агента Купера за штурвалом оказался агент 007, а Мазератти заменил Кромвель. Команда разъезжается по всей карте, а наш боец отправляется на разведку через центр. Не проходит и минуты, встречаем первого противника. Выстрел. Еще один, и можно устроить перерыв на пудинг с чаем. К сожалению, отдых длится недолго. Вражеская контрразведка в лице Т-3485 пытается застать нашего спецагента врасплох и нападает с тыла. Но британец — тертый калач и без труда расправляется с обидчиком. Герой внимательно следит за миникартой и работает по всем направлениям. Следом за средним танком в ангар отправляется его легкий коллега. Бой продолжается. Союзники рассредоточились по флангам, и Кромвель возвращается к своей разведоперации через центр карты. Неосторожная артиллерия попадает в поле зрения нашего агента. Британец в 2 выстрела забирает сушку, а следом и земляка Бишопа, который, видимо, представил себя в роли грозной ПТ. Пара оплеух невнимательному КВ-2, и едва Тяша разворачивает пушку, быстрая смена позиции. Беглый взгляд на счет, о чудо! Пока наш герой методично расстреливал врагов, команда успела не менее методично слиться. 5-10, и нужно что-то решать. Заезд в тыл, и вот уже Чаффи и Черчилль красиво дымятся прямо у порога нашего штаба Ми-6. Утирая скупую геройскую слезу, наш герой смотрит, как погибает союзник, но спасти его шансов уже не было. Ярость застилает глаза нашего агента, и он не замечает выезжающего на него Арчера. Секундное недоумение, едва не ставшее роковым, но британская ПТ все же получает свое. И вот подбитый, но не сломленный Кромвель остается один. 1 против 7. Тревожно гудит сирена захвата. Другой бы уже сдался, но наш герой собирает волю в кулак и продолжает неравный бой. С холма сыплются фугасы от Хетцера, но его наводчик явно вчера праздновал день рождения и успешно мажет. Кромвель решает оставить его на десерт и делает ход конем. Меняя позицию, замечаем милого Т-80, стреляющего по воробушкам. Разве не прелесть? В рандоме всегда приятно встретить таких романтиков. Избавляемся от малыша и заодно от неугомонного КВ-85. Скорее сбивать захват. Шпионский Кромвель включает повышенную передачу и на всех парах мчится на базу. До захвата 7 секунд. 6, 5. Выстрел. Захват сбит. Остается последний рывок. Хватит ли у нашего героя сил? Курс на вражеский штаб. Дрифтуя по речной глади, на нас выезжает десерт Хетцер и сбивает Кромвелю гуслю.
Но разве может такая мелочь остудить британский пыл? Пара метких попаданий +1 в общий фраговый зачет. Враги телеграфируют, что главный противник нашего спецагента, Hellcat, ждет его на базе в компании щедрой артиллерии. Пальмы и лианы проносятся мимо танка одновременно с мириадами мыслей в голове мехвода. Влететь на базу, разрывая все на своем пути, или осторожничать? С кого начать? Но думать поздно. Мимо со свистом пролетает фугас от арты, вспотевшие ладони отправляют смертельный дуплет в ее сторону. Момент истины. Остался Hellcat, который без труда разберет уставшего героя. Но что это за звук? Не может быть. Котенок уснул. Пара выстрелов, и вот она, героическая победа. 14 фрагов, россыпь медалей и заслуженное звание воина недели. Поздравляем! Что почему? Мне как-то лениво текст было писать, вот это ж очевидно. Отличником этой недели становится игрок с ником Junk009 на ВЗ-132. Закинул китайца на карту песчаная река, и в начале боя он поехал светить центр, а потом он подумал и поехал светить фланг. И, кстати, совсем не важно, по каким причинам он так поступил. Главное, это было верным решением. И даже не потому, что он смог отсюда накидать ИСУ, а потому что враги очень быстро порвали тот самый центр и уже подбираются к базе. Наш герой на всех парах мчит защищать свои владения и убивает Т-37. Но итог все равно неутешительный. Счет 6-10 и всю нашу арту убили. Поехать по теперь пустому центру и убрать из списка команды соперников 90-ка — это хорошо. Накидать Тигру — тоже ничего. А вот остаться в компании одного лишь ИСа против 8 врагов — это уже много хуже. Китаец успевает стрельнуть разок по немецкой ПТ и решает опять сменить вектор своей ярости. Коллективное уничтожение вражеского ИСа заканчивается побегом нашего героя от пристальных взглядов арты, но даже такое действие, как побег, приносит плоды в лице все той же немецкой ПТшки. И хоть последний союзник умирает, а врагов еще 6, шансы все равно есть. Тем более, когда в поле зрения попадает Як-Тигр 8-8. ЛТ выскакивает на немца и, игнорируя выстрелы АМХ, разбирает его. Но игнорировать — это временная мера. За таким флегматичным поступком следует агрессивная и безжалостная месть. Наш герой направляется в сторону француза, по пути забирает первого тигра и получает чемодан от арты. Обездвижен, но не сломлен. Китаец чинится, выскакивает на базу и тут же отхватывает. Француз оставляет нашему игрою чуть больше 100 единиц прочности, и теперь нет права на ошибку. ЛТ начинает крутить неприятеля. Враг поворачивает ствол опасно быстро, но все-таки есть еще одна выигранная дуэль. Остались Тигр-2 и пара САУ. ВЗ делает огромный крюк через гору и обнаруживает немецкого тяжа. Несколько снарядов входит в шкуру немца, еще мгновение и есть 8-й фраг. 2 арты и 5 фугасов для них. Время финальной битвы. Найти САУ не составляет большого труда. Китаец выскакивает на одного из врагов и относительно легко забирает его. Тут же светится последний. ВЗ едет карать и его. Арта стреляет в ответ и мажет. Но это точно все. Выстрел последним не фугасом был хорош, а 3 последующих снаряда поставили жирную точку в бою. Наращивание темпа на протяжении всего боя — вот отличительная черта этого отличника. Поздравляем! Раз уж у нас сегодня праздничный выпуск, то почему бы не забить на все условности? Вторым отличником этой недели становится игрок с ником Sharky822 на Т-43. Ну а что, универсальная номинация, кого хочу, того и ставлю. В общем, моя передача. Кого поставил, тот и получил. В начале боя на Винтерберге советский СТ отправляется в центр карты, где почти мгновенно лишается ремкомплекта и аптечки.
Враги с нескольких сторон продолжают обстрел и выводят из строя еще и мехвода, но наш герой все-таки занимает ту самую позицию, ради которой и были все эти старания. Счет очень быстро становится угрожающим, но теперь это только на руку нашему герою. Долго искать, в кого бы пострелять, не придется. Счет уже 6-10, но по факту все куда хуже. 2 арты, гуляющий по родной базе Т-150 и окруженный 3 врагами Е-25. Вот и все союзники. Естественно, что Т-43 пытается помочь немецкой ПТшке и даже останавливает одного из врагов. Но Е-25 решила, что она круче, чем есть на самом деле, и просто слилась. Соперники на аллее пропали из-за света, а еще спустя мгновение 5 союзников превращаются в 3. Наш герой решает ехать ближе к чужим владениям и нарывается на нос Хорна. Мгновенное переключение на фугас и обмен выстрела, и ПТ сломлена. А сразу за ней неприятельская САУ. Счет чуть выровнялся, но врагов все равно еще очень много. Последний союзник погибает, и теперь Т-43 1 против 6. Развалины Винтерберга помогают нашему герою на время затаиться, но когда против тебя в 6 раз больше врагов, любая попытка затаиться заканчивается провалом. ВК-3002Д выскакивает на 43-ку. Благо немец был на 1 укус, но теперь все знают, где искать советского нагибуна. Наш СТ ждет врагов слева, а прилетает ему справа. Это А-44. 43-й тут же выкатывается для ответного выстрела, делает его и получает с другой стороны от Комета. 35 единиц здоровья. Враги едут с 2 сторон и бежать некуда. Т-43 забивается в угол, Комет выскакивает, но это было уже слишком самоуверенно. А-44 не успел воспользоваться моментом, и теперь начинается игра нервов. Оба танка на 1 выстрел. Т-43 даже стреляет в землю, чтобы спровоцировать врага, но внезапно появляется еще один. 2 соперника одновременно выскакивают на нашего героя. А-44 стреляет и не пробивает. Выстрел врага и гусеница. Невероятно! Ответка оставляет врагу 169 единиц здоровья. Соперник опять выкатывается, наш герой стреляет и не выбивает. А выстрел в ответ опять летит в гусеницу. Враг погибает, но это было что-то невероятное. Трижды не смогли выбить из Т-43 35 единиц, а он в свою очередь не смог снять 169 при среднем уроне в 180. Такое ощущение, что наш герой сам не верит в произошедшее, а потом медленно отходит от всего этого в волшебном укрытии. Фух, собрались. Еще 2 арты. Советский СТ выезжает и тут же обнаруживает одну из САУ. Выцелить соперника не получается, но главное, что ей это не удается тоже. Едем в объезд и еще одна арта. Бишоп немного сопротивлялся, но все же отправился в ангар. Последний враг, но осталось лишь 2 снаряда. Права на ошибку нет. Немного покатушек, враг обнаружен, выстрел, он входит как нож в масло. 2-й выстрел и есть. Есть победа. Просто сумасшедший бой. Полностью расстрелянный боекомплект, 10 фрагов и почти 5000 нанесенного урона. Невероятно. Определенно отличник. Медали ЛРН и голда твои по праву. Номинация «Братья по оружию» сегодня необычная, а все дело в том, что в ней побеждают те, кого боятся и уважают, кем восхищаются и кого ненавидят. Те, чье имя нельзя называть. Ну, наконец-то! Вот этого я и ждал. Маусы. Серьезно, кто в последний раз видел в рандоме взвод маусов? Закинула 2 братов-акробатов на Виндсторм, и начинается все не очень удачно. Как это часто бывает, один из братьев не оправдал ожидания и нахватался так, что только наличие 3000 единиц прочности позволило ему продолжить бой. Но, несмотря на все трудности, наши бравые орлы зачищают город, хотя на самом деле это только так кажется. Соперники успели прорвать другой фланг и уже заходят на крюк в сторону героев. Фуловый маус гонится за врагом, но в какой-то момент сам становится жертвой. Шкура тяжи выдерживает лишь половину попаданий в вафли, которая хоть и ненадолго, но скрывается из вида. Выстрел Конкверера оставляет одному из взводных крупицы здоровья, и вот сейчас начинается работа взвода. Менее подбитый тяж двигает на помощь своему товарищу, а враги выкашивают одного союзника за другим. Спустя мгновение взводные по очереди разряжаются в 140-го, и пока советский СТ выколупливает из себя снаряды, маусы понимают, что они вдвоем против 8 соперников. Тяжи группируются около фонтана. Основная масса врагов находится по ту сторону реки, но Конкверер выскакивает сбоку. Видимо, британец забыл. Маусы на то и маусы, чтобы пробить их было нереально сложно, а потому еще 2 неприятеля заканчивают бой. Немец с прочностью почти в 100 раз меньше начальной прячется и поджидает решившего схитрить бата. Более прочный напарник перестреливается одновременно с 3 врагами и очень грамотно выбирает цели. Очередной 140-й отправляется в ангар. Все правильно, фраги сейчас много важнее урона. Тут же объявляется тот самый Батчат, но, во-первых, он долго думал, а во-вторых, его уже ждали. ИС-8 продолжает неуклюжие попытки выбить урон из наших героев, а тут еще и М103 начинает наступать. Маус, тот, который держится на вере в чудо, отправляется в обход.
В это время его брат все же забирает М103. ИС-8 пытается бежать, но его уже раскусили. Взвод делает 10-й фраг, и осталась лишь арта и еще одна 8-ка. Немец номер 1 разворачивается в сторону базы и тут же получает плюху от арты. Ответный выстрел заканчивает бой для САУ, а два Мауса делят между собой 60 единиц прочности. Остался последний враг. Запаса здоровья Маусов не хватит даже для столкновения с велосипедом. И это просто подарок судьбы. Последний соперник мирно спит. Конечно, я, как и все вы, хотел бы увидеть битву калеченных мышей и фулового ИСа, но ребята заслужили хоть один подарок за бой. Хотя почему один? Они становятся братьями по оружию и получают свои медали и золото за отличную игру. На самом деле это все шуточки, но вы же знаете, что передачу мы делаем для вас и только для вас, и делаем уже 3 года. За это время мы наградили 490 человек, раздали 750 тысяч золота и отсмотрели 1 миллион реплеев. Оставайтесь с нами и делайте передачу лучше. Ну а с вами был в 50-й, но не последний раз Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока! И выдали 750 тысяч реплеев. Наверное. Но это еще не конец. С вами мы будем продолжать делать... Оставайтесь с нами, все. Да, ну а с вами в 50-й, но не последний раз, был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока. 50-й, но не последний. Случилось.